Такого еще не было. Массовый протест президентов. Срочное обращение к Польше. Похороны в Кремле. Помощник Путина официально закопал надежду на мир. Москва идет ва-банк. Смена власти. Глава правительства на грани отставки. Бунт внутри Кремля. Соратник требует от Путина невозможного и публично издевается над его победой. Режим чрезвычайного положения в Крыму. Военкоры требуют крови главнокомандующего. Массированная атака по детищу Путина. Об этом и многом другом к утру 22 июня. Утро понедельника не такое сложное, если вы начинаете его вместе с Нехта. Меня зовут Дарья Петрова. Поехали. Массовый демарш президентов. История с орденом Белого Орла получила продолжение. 3 бывших президента Украины, Кучма, Ющенко и Порошенко, добровольно вернули свои собственные награды вслед за Владимиром Зеленским. Интересно, поступил бы также Янукович, если бы не трудности логистики ростовского отделения Почты России и если бы он у него был. Это касается миллионов украинцев, заявил Ющенко. Порошенко прямо предупредил поляков: если Украина теряет независимость, следующей будет Польша. А Кучма напомнил, что фантомная боль давней трагедии не должна ослеплять перед лицом настоящей угрозы имперской силы с Востока. Шаг Навроцкого в очередной раз сплотил украинскую нацию. Ведь общественность восприняла действия польского президента не как удар лично по Зеленскому, а как попытку отменить заслуги всего украинского народа. Все украинские президенты, возвращая награды, подчеркнули, что их решения не адресованы польским гражданам. И тут синхронный демарш начал выходить из-под контроля и пошел дальше. Бывший депутат Сейма Петр Фоглер проявил солидарность и тоже выступил против решения Карля Навроцкого. В знак протеста против глупого решения лишить ордена президента Украины, воюющей Украины, я символически возвращаю свою награду. Он также подчеркнул, что его жест направлен не против президента, вручавшего ему награду, а против нынешнего главы государства, который, по его мнению, все больше выставляет Польшу и всех нас на посмешище. Трагедия в Кремле. Правда, хоронят здесь только дух. Дух Анкориджа, если точнее. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия больше не рассчитывает на договоренности, достигнутые на Аляске. Ставка теперь на победу в войне. По его словам, одна из сторон не выполнила условия. Интересно, на кого это он намекает? Здесь стоит напомнить, что мира нет просто потому, что Россия его не хочет. Кремль раз за разом срывает переговоры, потому что под словом «мир» Москва понимает только одно – капитуляцию Украины на своих условиях. А уж условия Россия выставляет сопоставимо с искажением реальности у ее начальника. Нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно, постоянно продвигаются вперед. Мы ждем победы. Удар откуда не ждали. Лукашенко может открыть второй фронт против РФ, правда не лично, косвенно. На слова Зеленского в адрес Минска обратил внимание застрельщик так называемой «русской весны» Игорь Стрелков и признал то, что Кремль предпочел бы скрыть. Угрозы президента Украины Лукашенко имеют серьезные основания. По словам Стрелкова, Беларусь – окно для обхода санкций, а ее нефтезаводы особенно ценны сейчас, когда российские НПЗ один за другим горят под украинскими дронами. Ну и в конце концов, потеряв Беларусь, мы потеряем окончательно хотя бы видимую связь с Калининградской областью. Соответственно, ухудшится наше стратегическое положение на Западном фронте. Стрелков прямо допустил, что Украина может нанести удар, а Лукашенко просто не сможет симметрично ответить. Они могут ударить по всему, говорится в посте. Беларусь рано или поздно будет вовлечена в эту войну. В каком качестве, пока не вполне понятно. Но избежать общей участи России она не сможет. Даже свои уже не верят в победу, зато верят в то, что Беларусь пойдет на дно вместе с Россией, как союзное государство. Ну а пока мира нет, в России продолжается ликвидация. И не только здравого смысла. В парламенте Якутии забили тревогу. Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера озвучил насущную проблему. Когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы ввели список представителей коренных малочисленных народов Севера, которые были мобилизованы. Сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных малочисленных народов Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Чиновник попросил одного – исключить северные народы из числа тех, кого можно мобилизовать или привлекать на войну по контракту. Оставить хотя бы оленеводов. Депутаты выслушали, приняли доклад к сведению и ничего. Ни одной рекомендации, ни одного обращения в органы власти. Малочисленные народы потому и называются малочисленными, что их немного. А Путин вдобавок планомерно их истребляет на преступной войне. Дожили.
Теперь главный враг путинского режима не злостная НАТО, а британский школьник. В начале июня Россия ввела санкции против Александра Браудера, а парень всего лишь раскрыл схемы отмывания российских денег через крипту. В своем докладе он разоблачил целую сеть криптоплатформ, через которые могли проходить миллиарды долларов в обход санкций. Его находки приняли к сведению в Лондоне и ввели соответствующие меры. В России обиделись на школьника и нанесли ответный удар. Внесли в свой санкционный список. Теперь парню закрыт въезд в РФ. Он не сможет поесть во вкусной точке, посмотреть на горящую Москву вживую или принять мазутные ванны в Туапсе. Санкции меня не пугают. Это значит, я задел их за живое. Александр – сын британского финансиста Вильяма Браудера, инициатора закона Магнитского и ярого критика Путина. Владимир Путин преступник. Владимир Путин убийца. Видимо, это у них семейное. Тем временем Великобритания на пороге смены власти. Кир Стармер, похоже, готовится уйти. Накануне главный соперник премьера получил место в парламенте, а значит, официальная борьба за лидерство началась. Британское издание The Observer пишет, что Стармер обсудил ситуацию с министрами кабинета, советниками и партийными спонсорами и пришел к выводу – его положение больше неустойчиво. Один из бывших министров сказал прямо – у премьера абсолютно не осталось авторитета. Решающий разговор может состояться уже сегодня. Свой прогноз для британской политики решил озвучить и Дональд Трамп. Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он сильно провалился по двум очень важным вопросам – иммиграция и энергетика. Желаю ему всего хорошего. Официально на Даунинг-стрит говорят, разговоры об отставке – домыслы. В то же время союзники Стармера уже обсуждают сценарий ухода. Достойный, организованный и без хаоса. Если или даже когда это произойдет, в Британии сменится 7-й премьер-министр за последние 10 лет. Покушение на патриарха? Именно к такому выводу можно прийти на фоне новостей о визите Кирилла в Брест. Как оказалось, белорусских священников обязали сдать анализы к визиту верховного РПЦшника. Духовенству, которое будет служить вместе с патриархом, нужно пройти дополнительную проверку и обязательную сдачу анализов по 10 позициям, заявили в организации «Христианская визия». Примечательно и то, что в реестре требуемых медицинских сертификатов на 4-м месте значится заключение проктолога, подтверждающее готовность к приему серьезной дозы благодати. По словам Невзорова, внутри самой РПЦ таких дотошных проверок нет, так как там никаких экзотических хворей не водится. ВИЧ, СПИД, трипер, проказа и легкие формы дизентерии давно стали нормой жизни, а вот белорусские церковники – это группа риска. Они трудятся в том числе в опасной близости к животноводству, а это чревато наличием у праведников самых диковинных недугов от ящура до африканской чумы свиней, которые легко передаются при интимном контакте. Напомните, а сколько анализов запросили белорусские священники, чтобы не заразиться от Гундяева? Вот именно, 0. Видимо, благодать в этой системе работает только в одну сторону. А теперь о том, зачем вообще Кирилл приехал в Брест. Он примет участие в траурном митинге по случаю 85-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР. Еще раз хочу сказать, работайте, братья, как в светском мире говорили после войны, за себя и за того парня. Вроде Гундяев обращался к епископату, а ощущение, будто к будущему пушечному мясу для российских штурмов. Может, Путин попросил подсобить? Как думаете? Главнокомандующий получил неожиданное предложение – застрелиться. С такой инициативой выступили российские военкоры. А поводом стали украинские удары по Крыму, после которых снабжение полуострова морем фактически рухнуло. Адресат – глава военно-морского флота России Александр Моисеев. Первым высказался автор Z-канала, разработчик БПЛА. А действительно, чтобы не обеспечить снабжение Крыма морем? Оно же наше, а кто скажет обратное – дискредитун. Неужели уважаемый муж на фото не может обеспечить конвои в Черноморской луже? Ведь может же, да? В общем, самое время ответить за свои слова и действия последние 5 лет. Или застрелиться нахуй. Призыв уже репостнули несколько военкоров. Не факт, что эти посты доживут до утра, в отличие от командующего флотом. Он, возможно, уже в очереди на медаль лично от Путина, как генерал Кузовлев за Купянск, якобы взятый еще в ноябре прошлого года. Тем временем командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди описал рецепт дальнейшей демилитаризации Крыма. Полный ПВО-пад, уничтожение остатков флота, удары по теневой логистике, ресурсное истощение, энергетическая пустыня, транспортный локдаун и туристический дефолт. По его словам, Кремль будет до последнего держаться за Крым, как за главный трофей войны и символ собственного имперского величия.
Крым погубит Москву. Это точка психологического перелома. Игла Кощея Сухоребрика спрятана у нас прямо под носом. Все диктатуры разрушаются внезапно. Вспомните любой пример. Другой Z-канал даже сделал предсказание, какими он видит дальнейшие действия ВСУ. Кульминацией будет массированная атака Крымского моста при помощи ракет, «Фламинго» и не только, и большого количества БПЛА различных типов. Как итог, полная временная блокада Крыма. Со словом «временное» он, конечно, погорячился. Бывает, не принял еще реалии войны. Но вот вопрос. Когда одни зетники предлагают командирам стреляться, а другие прямо говорят, что символ последних лет захватнической политики Кремля обязательно будет уничтожен, доволен ли Путин своей движухой? Как думаете? В то же время оккупационные власти Севастополя ввели комендантский час, экстренно отменили все мероприятия и запретили уличное освещение. Больно похоже на чрезвычайное положение, но открыто об этом никто не скажет. Слышала, в комментариях вы просили помедленнее. Что ж, давайте попробуем, потому что этой новостью действительно нужно смаковать. Православный олигарх Константин Малафеев призвал разблокировать Телеграм. Давайте включим назад Телеграм. Я, например, буду вести свой канал только в Телеграме. Канал в Максе замораживаю. Да это же настоящий бунт! Малафеев иронично напомнил, что блокировка мессенджера не спасла россиян от величия и могущества РФ, в виде, например, крышки от летающего НПЗ во время атаки на Москву. Безопасность, причем полная, наступила 18 июня. И где же был великий спасительный эффект отключенного Телеграм? Сколько дронов развернулось от ужаса, узнав, что у русских плохо грузятся сообщения? Сколько налетов отменили в Киеве, потому что в Москве победили мессенджер? Сейчас глава Кремля, должно быть, пребывает в ауте, если ему, конечно, успели распечатать и принести в папочке эти пламенные речи. Стоит напомнить, кто это все заявляет. Малафеев – один из первых россиян, попавших под санкции США и ЕС еще в 2014 году, как один из спонсоров аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. Именно его структуры стояли за вторжением. Небезызвестный Стрелков-Гиркин, его бывший начальник службы охраны. К слову, на форуме в Петербурге Малафеев на пару с Дугиным презентовали сценарии будущего России. Видимо, православный олигарх уверовал не в самый приятный исход событий. А на этом все. Спасибо, что досмотрели. Делитесь эмоциями в комментариях и приглашаю на вечерний выпуск.